Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей и магазин magic-one.me. И сегодня я покажу вам плетки. А если говорить по-научному, то есть по БДСМному, это будут два снейка. Они парные, предполагается, что ими работают с двух рук. Снейк от плетки обычной, от кнута, отличается тем, что у него гнется рукоять. То есть, по сути, рукояти у него нет. Это снейки 90 сантиметров или 70, я точно не помню. В ударных девайсах меряется по длину рабочей области. Если бы это была плетка, мерилась бы после уже ручки, так как это снейк меряется прямо от самого основания. Тем, кто еще не знает, что такое БДСМ, напомню, плетки используются исключительно после флогеров. Флогерами вы человека разогреваете, плетками вы уже доносите ему нужное удовольствие. Избивается в основном задняя часть спины вот по эту часть, не захлестывая бока, не захлестывая плечи. То есть вот так называемая майка — это то, с чем вы работаете. Ну, также, разумеется, попа. У попы внешняя часть, верхняя, вот эти вот, так же, как мы колем укольчики, также мы бьем и плетками. В данный момент я представляю вам именно ударные девайсы, то есть они не для того, чтобы повесить на стенку, и не для того, чтобы взять в руку и сказать: «Эй, девчонка, ну-ка иди на коленки и отсоси мне». Нет. Этими штуками, предполагается, можно бить человека. В чем отличие от обычного Китая, которыми сейчас завалены все магазины? Ну, во-первых, конечно, они сделаны в России, из натуральной кожи, и делает их натуральный мастер, а не какой-нибудь 333 китайца. Никакой кожзам, дермантин, прочее в плетках не используется. Он имеет возможность поранить как сам себя, но она, скорее всего, разлетится за месяц. И также вы имеете возможность поранить нижнюю, ну или, если вы девочка, нижнего, за счет того, что в таких плетках обычно не подрезаются концы. Здесь каждая полосочка, из которой он сплетен, наискосочек подрезаются концы. На ручке это видно очень характерно. Чем дальше, чем меньше становится плетение, тем видно менее характерно. Однако после некоторого использования вы его отобьете, и все у вас будет хорошо. Итак, наглядно покажу, в чем разница отбитой плетки и неотбитой. Вы увидите, что они практически идентичны. По своей форме, по своей сути. Единственное, это все-таки считается уже плеткой, то есть кнутом, а это считается, как я говорил, снейком. Насколько вы видите, он себя ведет гораздо более вольготно и гораздо легче сгибается. Вот это отбитый уже не об одну спину. И есть один минус еще. Если вы покупаете, никогда не храните, как вот эти я храню, в коробке. Плетка всегда должна быть отвешена на полочке, висеть. Иначе как раз она будет принимать вот такие забавные изгибы. И если с этой плеткой еще ничего страшного, я могу ее немножко подвымочить, и потом она под грузиком повисит и выпрямится, то если бы здесь был внутри сердечник из силикона, все, силикон бы застыл в этой позе и никогда бы больше из нее не вышел. Поэтому будьте осторожны, не храните как я. Но я-то из БДСМ ушел, а продавать я свою коллекцию не собираюсь. Ну, собственно, если вы можете попытаться заметить, здесь мне очень легко сделать щелчок, из какой бы позы я ни находился. Формально это практически одна и та же кожа, просто этот не отбитый. Если что, вы всегда можете приобрести эти плетки, и даже, можно сказать, именно эти, а не какие-нибудь там китайские. Для этого есть ссылка в описании и есть подсказка слева от меня в углу. Чтобы вам было немножечко веселее смотреть, я покажу вам немножечко движений. Итак, то, что я попытаюсь сейчас показать, наверное, один из самых сложных элементов, это флорентийская порка, так называемая, по-моему, если я не ошибаюсь, 6- или 8-тактная она называется. В принципе, обычно это делают флогерами, потому что с плетками это сложнее, вам все-таки нужно попадать в точку перед собой, то бишь в спину, а не как буду делать я. Также, ну, здесь много координации. Вы кладете руку вот так, вторую кладете руку вот так, потом вы отшлепываете это сюда, потом кладете руку сюда, кладете руку сюда, кладете руку сюда, потом опять обратно. Также, все так же и тому подобное, и так далее. На самом деле выучиться этому можно за 4 часа. Также, разумеется, обычные верхние удары. Они короткого размера, особенно сильно хлопать они не будут. Да, когда я показываю плетки, они хлопают, щелкают, вот тот самый щелчок. И это не значит, что ваша плетка хлопнула самой себя. Она просто-напросто превзошла что? Правильно, скорость звука. Да, плетки летают выше скорости звука в нормальной ситуации. Сейчас получается не очень сильно, потому что они просто маленькие. В принципе, щелкать начинают кнутами от 1,2 где-то метра. Плюс характерность данных двух девайсов в том, что они еще не отбиты. То есть они новые, кожа новая,
Прежде чем их использовать, берете скалку и прокатываете их несколько раз деревянной скалкой. Я этого делать не буду, чтобы вы могли испытать это на себе. Все удовольствие. Либо несколько сотен раз бьете по стене. На стену при этом надо укрепить что-нибудь, чтобы она не терлась об стену. Ну, то есть это кусок тряпки, подушка и так далее. В принципе, все нормальные люди учатся бить, пороть кого-нибудь на подушках, а не сразу на людей. Хотя девочки очень часто любят сразу на людях. Многие мальчики на это готовы. Я бы так вот никогда не встал под неотбитый девайс и так далее. Неотбитые чем еще характерно? Почему ими прям нельзя пороть? Потому что они немного летят не туда. При нормальном качестве владения девайсом ваша задача затушить свечку. И не тем, что вы ее просто уроните, если попадете на нее. Это делается вот подобным или ударом сверху. Ваша задача остановить, вот это называется хлопушка, остановить хлопушку прямо перед свечкой. И тогда поток воздуха затушит эту свечку. Но еще раз говорю, это нужно делать на отбитых. Есть такое слово аэродинамика, вот сейчас они ею не обладают и летят куда попало. Нормальная плетка от плохой отличается именно аэродинамикой. Вы должны четко метить и попадать в 5-копеечную монету. Ну, если мы берем Советский Союз, наверное, это 5-копеечную монету. Сейчас я даже не знаю, есть ли сейчас 5 копеек. Итак, когда вы начинаете, в принципе, основные ваши удары это сверху вниз, немножечко вперед. То есть вы протягиваете хвост, дальше ударяете, она у вас летит, и ваша задача послать конец в самый вперед. Так у вас будет максимальный шанс попадания. То же самое есть нижний удар. Здесь немножечко придется привыкнуть, он немножечко летит не туда, куда мы видим. Вообще в девайсах очень часто история. Например, те же самые флогеры летят выше того места, куда вы попытались ударить, на 5 сантиметров. И это так. Кстати, на подушке это видно, а на человеке вы не увидите. Но потом увидите красные захлесты. Кровавых там не будет, но красных будет. Да, флогерами перед плетками разогревается до того момента, пока спина не покраснела. Как только она покраснела, дальше уже зависит от состояния нижней. Ну или нижнего опять же. Соответственно, есть подобные удары. И есть, соответственно, всякие, то что с плечей, то что отсюда. С боков, но с боков вы как раз должны уже уметь попадать не по бокам спины, а по спине. Это несколько сложнее. В основном вы работаете хлопушкой, именно ее вы кладете на тело человека, а не вот этой частью. Ну вот этой частью тоже можно, когда вы поопытнее станете. И скажу, у меня была одна партнерша по СМу, мы вместе с ней пороли много мальчиков и девочек, никакого секса. Я чисто гетеро. И зачастую им как раз не очень нравилось, даже если они были мазохистами, и особенно если они были мазохистами и хотели получать удовольствие от порки. Им не очень нравилось, как она их порола. Она специально клала ребром, вот этой рабочей частью, вот, чтобы сделать человеку побольнее. И был в кайф не когда кто-то кайфует, а когда человеку реально больно. Привет всем судебным сексологам. Вы ошибаетесь, когда думаете, что все завязано только на сексе. Дедушку Фрейда надо похоронить было дважды. Один раз как положено, как и сделали, а второй раз в нашей памяти. Как-нибудь я вам расскажу про разницу между криминальной сексологией и обычной. И в том числе зрение самих БДСМщиков на эту тему, где они ошибаются. В каком-нибудь другом обучающем видео. Значит, если вы хотите работать с двух рук, да, левой рукой привыкать работать нужно будет дольше. Но в этом есть свой плюс. Все офигительно любят порку с двух рук. Она выглядит очень красиво. Она классно смотрится, за ней классно наблюдать. Вот, их все уважают. Если вы собираетесь покупать себе именно в пару два девайса, берется именно пара девайсов, которые именно сразу заявляется, что они парные. Если я продам эту кому-то одну, эту я продам уже кому-то другому. И только из новой партии смогу снова разбивать. А парные я должен получить от мастера две абсолютно одинаковых по развесовке плетки. Они просто нарезаются по одному шаблону. И после этого становятся идентично одинаковыми. Иначе махать вы ими не сможете. Разница длины, разница размеров погубит все ваши умения. В чем особенность именно снейка, почему это прикольно и здорово, в отличие от обычной плетки. Обычная плетка бы у меня могла ходить вот только так. То есть у нее прямая ручка, ей легче делать как раз прямой удар. Но в снейке как раз, что я говорил для опытных, как раз очень прикольно делать протяжные, когда я положу вот эту часть на кожу и протащу. Кнут такого сделать мне не позволит, он просто не изогнет. Так что снейк, помимо всего, еще немножечко длиннее, чем он есть. И держа вот за эту вот штучку, можно как раз делать те самые очень болезненные варианты, которые любят многие девчонки, которые идут в БДСМ. Я про верхних девчонок. Ну и, конечно, свечей. Многие свечи от вас скрывают, что они свечи, и говорят, что они верхние дамы. Чтобы убрать у себя лишнее ненужное внимание тех же верхних.
Итак, с плетками мы на сегодня закончили. Также в этом видео было базовое обращение. Рассказывать про то, как нужно выбирать, как нужно парные и прочее, я уже больше не буду просто отсылать к этому видео. Итак, на сегодня все. Напомню, купить вы можете здесь, либо в описании. Там есть ссылка на мой магазин. Всяческих вам радостей. С вами был Чалышев Сергей и магазин magic-one.me.